Всем привет! Дали мне наконец-то тестовый аккаунт с новыми офицерами. Это у нас новый офицер, боевой сокол, новый донатный офицер на артиллерию. Вот, как мы видим, это у нас девочка, кстати, довольно такая прикольненькая, так-то красивенькая. Навыки у нас тут написано артиллерия, поле, навыки. Вот. Офицер поколения 5. Очень интересный офицер, опять же новая механика, но это, по-моему, жесткая имба. Давайте смотреть, что у него тут. В первом навыке у него скрывается абсолютно, весь его смысл вот этого офицера. Время подготовки 8 секунд. Артиллерийское подразделение офицера получает навык обжигания на 8 секунд. После обычной атаки оно накладывает горение, коэффициент урона 450 на 4 секунды. Активируется не чаще одного раза в 4 секунды. При первой атаке по подразделению артиллерийское подразделение офицера немедленно получает навык обжигания на 8 секунд. Очень сложно тут написано. Давайте разбираться, что такое обжигание. Эффект навыка боевой сокол. Пока активно обжигание, обычные атаки подразделения офицера накладывают дополнительный эффект горения на 4 секунды. Активируется не чаще одного раза в 4 секунды. Вот как бы и все, вот весь смысл. Давайте углубимся, да, что это такое, поймем. Если у нас у жары, да, например, у нас есть ульта, который она накладывает горение, то здесь горение накладывается обычными атаками. Вот, то есть как только мы начинаем атаковать, у нас сразу идет горение. Вот, например, вот тут написано, да, при первой атаке по подразделению. Вот, тут написано, при первой атаке по подразделению мы немедленно получаем навык обжигания. То есть, у нас какая суть, что мы накладываем горение сразу же, как только мы начали стрелять по юнитам вражеским. Но если мы стреляем по базе, то эффект горения у нас накладывается только через 8 секунд. Вот, такая штука. И у нас эффект горения 450 урона, да, за 1 секунду. Вот, то есть очень прикольно и на самом деле звучит имбово, особенно в поле, когда кто-то катается рядом с твоей базой, и все вот это вот ты просто накидываешь горение просто сразу же на все юниты, тебе не надо ждать ульты. Сильно, очень сильно. Второй навык. Усиление интенсивности урона 10, усиление от горения 40%. Третий навык. Снижение времени заряжания 10%, устойчивость к обычной атаке 30%. Да? То есть, есть какой-то в этом намек, что мы будем в поле кататься, раз мы получаем устойчивость к обычной атаке. И снижение времени заряжания — это непосредственно время между вашими выстрелами. То есть первый выстрел у вас 4 секунды, а последующие там что-то 2 или 1,5 или 1 секунда, что-то такое. И оно, в общем, будет, вот это время, которое второе, оно будет снижено для последующих выстрелов. Четвертый навык. Бонус к усилению навыков 30%, устойчивость 20%. Тут в целом все понятно, но как для баланса, который вы можете расшарить куда угодно, это очень, очень вкусно. Но, понятно, это донатный офицер. И пробуждение у нас +1 квадрат карты. Очень, очень вкусно. Очень вкусно. Да, такой офицер интересный. На самом деле, наконец-то офицер хотя бы без крита ульты. Это спасибо. Вот. Наверное, сразу, да, захочется им поиграть вместе с жарой. Правильно? Раз у нас жара тоже имеет навык, соответственно, поджигания. Тут классно, тут не посмотреть в этой менюшке. Давайте посмотрим, что у нас у жары есть. У жары коэффициент урона 200 от горения только. Да, и поджигаем 3 соседние, и эффект горения 200. И он у нас только один раз выплевывается раз в 8 секунд. А у этой девки будет постоянный и по 450 урона, но только по одному юниту. Только по одному. Здесь мы поджигаем до 3 подразделений, а у нового мы поджигаем только целевое подразделение, по которому стреляем. Но мы же можем просто, да, когда у нас арта стоит, и если рядом с нами какая-то группа вражеская подъезжает, мы просто ручками, да, тыкаем и по всем юнитам накидываем всем горение, раздали и все.
и кайфуем. То есть интересненько. Ну и у Жары есть еще бонус к горению 50%. Что вкусно оно будет стакать друг друга. Интересно, интересно. Да, по идее, эти два офицера, они как бы сделаны, чтобы их ставить вместе, но как будто мне кажется, что даже это не сильно таки обязательно. То есть, что в целом с какой-нибудь там и с Мулянью, и с Красной Жарой, и с Громом этот новый офицер будет прекрасно себя чувствовать в поле. Но опять же, это как бы на арте. Хотя на Катюше тоже, знаете, интересно, потому что надо будет потестить его на Катюше. Будет ли новый офицер именно с 0 секунды давать поджигание, или только после всего выстрела он будет давать поджигание. Вот что надо будет протестить. Ну, в общем, интересно. Выглядит как неплохой офицер, которого можно прокачать. Особенно для новых игроков. Ну, надо будет смотреть тесты, надо будет смотреть, как киты на этом будут играть. Вот, и уже решать, стоит оно того или нет. Всем спасибо за просмотр. Телеграм на вашем экране. Заходите. Это чатик, не канал. Это просто чатик, чтобы можно было общаться, спрашивать вопросы и задавать ответы.